Приветствую на канале Ульяна шьет. В этом видео покажу, как смоделировать и сшить цельнокроенную стойку в трикотажных изделиях. За основу взяла выкройку Катим Хитарян худи Дельфин. В выкройке плечо находится на месте, не спущено. Длина плеча составляет 6 сантиметров. Такой воротник будет одним из решений, если к футеру нет кашкарсе в тон. Далее продолжу линию плеча и отложу 2 сантиметра. От новой точки построю перпендикуляр вверх и отложу 2,5 сантиметра. И теперь нужно соединить плавной линией, дугой эти две точки. Теперь от линии стойки к средней линии полочки нужно провести перпендикуляр. Это будет верхний срез стойки. То же самое сделать на спинке и сравнить длину этого среза с обхватом головы. Он должен быть на 2 сантиметра больше обхвата головы. В противном случае значение 2 уменьшите, например, на 1,5 или 1. Чтобы раскроить обтачку, нужно согнуть лист выкройки по верхнему срезу. Обвести стойку по боковому шву, продлевая на плечевой шов примерно 1,5 сантиметра, и вывести нижний срез. Далее отгибаю обтачку и выравниваю стойку сбоку. Перепад в 1 мм, просто нужно убрать этот уголок, провести прямую линию. Можно раскраивать с цельнокроенной обтачкой, но я обтачку отрезала, раскроила отдельно для того, чтобы стойка была более формоустойчивой. Срезы обтачек сразу обметала на оверлоке, и теперь на прямострочной машине одним швом стачиваю плечевой шов и обтачку, а затем на оверлоке стачиваю 6-7 сантиметров. Вот так получилось. По вогнутым срезам сделать несколько насечек и разутюжить припуски. Затем отогнуть обтачку на изнаночную сторону и закрепить несколькими стежками ручными в районе плечевых швов. Затем отутюжить все, и на этом все премудрости заканчиваются. Пишите в комментариях, понятно ли было объяснение. Ну а я, пользуясь случаем, прошу вас поставить лайк, подписаться на канал Ульяна шьет. Впереди много новых творческих проектов по шитью и рукоделию. Всем пока-пока!